Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу поделиться с вами очень нежным и в то же время выразительным и объемным узором. Он сочетает в себе изящные веточки и листики. Таким узором связан этот джемпер, который вы видите на картинке, но также он идеально подойдет для вязания свитера, кардигана. Также будет красиво смотреться в футболке и палантине. Пряжа для такого узора подойдет любая, гладкая и не сильно пушистая, средней толщины и тонкая. Перед вами схема узора. На схеме указаны и нечетные ряды, и четные ряды. Это видно по нумерации. То есть схема составлена для кругового вязания. Это японская схема, а все японские схемы составляются для кругового вязания. Нечетные ряды являются лицевыми и при поворотном вязании, и при круговом вязании, и они всегда вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. Четные ряды при поворотном вязании являются изнаночными рядами и вяжутся они слева направо по условным обозначениям наоборот. Это значит, если мы видим лицевую петлю, на ее месте провязываем изнаночную петлю. Если мы видим изнаночную петлю, вместо нее провязываем лицевую. Если видим обозначение 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, вместо этого обозначения провязываем 2 петли вместе, одной изнаночной петлей с наклоном влево. И, соответственно, если у нас на лицевой стороне указывается обозначение 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево, вместо этого обозначения в изнаночном ряду, если оно встречается, мы провязываем 2 петли вместе, одной изнаночной петлей с наклоном вправо, то есть наоборот. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 30 рядов. Это 15 лицевых рядов и 15 изнаночных рядов. То есть указаны все ряды на схеме, и лицевые, и изнаночные, как я уже сказала. То есть схема не такая уж она и длинная, просто здесь указываются все ряды, и лицевые, и изнаночные, поэтому она такая большая в высоту. Провязав последний изнаночный ряд, 30 при поворотном вязании слева направо мы его вяжем по условным обозначениям наоборот, а при круговом вязании мы его вяжем справа налево по схеме. Далее вверх по вязанию мы начинаем повторять узор с 1 по 30 ряд столько раз вверх по вязанию, сколько необходимо для вашего полотна. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора состоит из 20 петель. Раппорт узора на схеме обведен красной рамкой. То есть мы постоянно повторяем 20 петель в ряду, 20, 20, столько раз по 20, сколько вы набрали раппортов. Также мы видим на схеме еще одну петлю вне раппорта, после раппорта. Это петля симметрии. И нужна она для того, чтобы узор одинаково начинался и одинаково заканчивался, чтобы полотно было гармоничным, зеркальным, симметричным. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 20, должно быть кратно 20.
Плюс вы добавляете одну петлю для симметрии узора и плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны. При вязании по кругу все ряды и нечетные, и четные являются лицевыми, и все они вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. При поворотном вязании накиды провязываем изнаночной петлей. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора по кругу, ваше количество петель должно делиться на 20 на число петель раппорта. Петлю симметрии и кромочные петли набирать для вязания по кругу не нужно, но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Вот такая белая клеточка – это лицевая петля. Закрашенная клеточка – это нет петли, то есть мы пропускаем эти клеточки, не провязываем. Кружочки – это накиды. Вот такие вот горизонтальные черточки – это изнаночные петли. Вот такая вот завитушка, вот такой завиток – это скрещенная лицевая петля. Палочка с наклоном влево – это 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Палочки с наклоном вправо – это 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот такая палочка с наклоном вправо с 2 ножками. С 2 ножками. Это 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, с центральной петлей сверху. Вот такое обозначение красного цвета. Вот здесь 2 палочки и ножка с наклоном влево, 2 палочки. Это 3 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, с центральной петлей сверху. То есть зеркально вот этому обозначению мы провязываем с этой стороны 3 петли вместе. Еще здесь есть обозначение в 13 ряду. Только в 13 ряду оно встречается. Циферка 5, а сверху у нее вот такой вот уголочек над циферкой 5. 5 и сверху уголочек. Это 5 петель вместе, одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. И хочу обратить ваше внимание, что после 13 ряда из-за провязывания 5 петель вместе одной лицевой петлей раппорт узора будет изменяться. То есть количество петель в раппорте узора уже не будет 20. Но затем оно восстановится к концу схемы. И опять будет раппорт состоять из 20 петель. А теперь давайте вместе свяжем образец этого узора. На самом деле схема не такая уж сложная. Просто нужно знать, как провязывать условные обозначения. А это я вам покажу. Все будет понятно и легко, даже начинающим любителям вязания. Поэтому смело приступайте к вязанию образца такого узора. Самым обычным классическим способом набора петель на спице я набрала 23 петли. Это один раппорт узора из 20 петель, плюс 1 петля симметрии, 21 петля, и плюс 2 кромочные петли, 23 петли. И провязала один подготовительный базовый ряд всеми изнаночными петлями. Этим я вышла на лицевую сторону работы, где у меня красивая косичка наборного ряда, а также мне будет легче после такого подготовительного ряда провязывать первый лицевой ряд, где у меня провязывается по 2 петли вместе. Итак, первый лицевой ряд.
Кромочную первую петлю я всегда снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Вы вяжете кромочные, как вы привыкли. Первый лицевой ряд. При поворотном вязании первый лицевой ряд и все лицевые ряды вяжем справа налево по схеме. То же самое и при круговом вязании. Вяжем все лицевые ряды, первый лицевой ряд и все остальные нечетные ряды лицевые справа налево по схеме. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Начинаем провязывать раппорт узора. Изнаночная петля, лицевая петля, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны развернуть ваши 2 лицевые петли, а затем провязать их вместе за задние стенки. Для этого вы по очереди переснимаете каждую петлю на правую спицу, заводя правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете, а переснимаете петлю. Заводите правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаете петлю. Вы развернули ваши петли, теперь правые стенки ваших петель находятся за спицей, как при бабушкином способе вязания. И теперь возвращаете эти 2 петли на левую спицу и провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Мои петли уже правильно расположены, их правые стенки находятся за спицей, поэтому я, не разворачивая эти 2 лицевые петли, сразу провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идет вот такое обозначение в виде вот такой петельки, в виде завитка. Это скрещенная петля лицевая. То есть дальше у нас идет резинка скрещенная 1 на 1. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. То есть здесь у нас в узоре фрагмент используется скрещенной резинки 1 на 1. Итак, скрещенная лицевая петля. При классическом способе вязания вы ваши лицевые петли провязываете вот так. За переднюю стенку, то есть правая стенка у вас находится перед спицей, и вы за нее провязываете лицевую петлю. Поэтому для вас скрещенная петля – это петля, провязанная за заднюю стенку. Вот так провязываете. Вместо классической петли провязываете петлю за заднюю стенку, как при бабушкином способе вязания. И у вас петля перекручивается, получается скрещенной лицевой петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания, и я могу провязать скрещенную лицевую петлю 2 способами. Я вяжу свои петли вот так, за заднюю стенку. Провязываю лицевую петлю. Поэтому для меня скрещенная лицевая петля будет петля, провязанная за переднюю стенку. То есть как при классическом способе вязания. Вот так. Я вот так могу провязать, и у меня будет скрещенная лицевая петля с наклоном влево. Мне же нравится второй способ провязывания скрещенной лицевой петли при бабушкином способе вязания. То есть я разворачиваю петлю сначала, завожу правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли, переснимаю ее на правую спицу, затем возвращаю на левую спицу, заводя левую спицу внутрь петли. Я перекрутила петлю и теперь провязываю ее опять же, как и вязала свои петли за заднюю стенку, но она у меня уже перекрученная.
И у меня получается скрещенная лицевая петля с наклоном влево. И так я буду провязывать все свои скрещенные петли с наклоном влево, разворачивая их, провязывая за заднюю стенку. Вы можете провязывать их просто за переднюю стенку, как я уже сказала, не разворачивая. Но если вы какой-то способ выбрали, то должны этот способ и придерживаться. Нельзя по-разному провязывать скрещенные лицевые петли. Итак, дальше идет изнаночная петля. Провязали. И далее идет фрагмент скрещенная лицевая изнаночная 1, скрещенная лицевая изнаночная 2, скрещенная лицевая изнаночная 3, скрещенная лицевая изнаночная 4, скрещенная лицевая изнаночная 5. 5 раз провязываем фрагмент. Скрещенная лицевая и изнаночная. 1 провязали, скрещенная лицевая изнаночная 2 раза провязали, скрещенная лицевая изнаночная 3 раза провязали фрагмент, скрещенная лицевая изнаночная 4 раза, скрещенная лицевая изнаночная 5 раз провязали фрагмент. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы, не разворачивая петли, сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей вот так за передние стенки. У вас правые стенки при классическом способе вязания находятся перед спицей. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Правые стенки моих петель находятся за спицей. Вот петля. Вот ее правая сторона, правая стенка за спицей. Поэтому я должна развернуть свои петли, поменять их положение на классическое. И затем вместе провязать за передние стенки. Для этого я по очереди переснимаю 2 петли эти на правую спицу, взводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Пересняла 2 петли, и при этом я их развернула. Теперь правые стенки моих петель находятся перед спицей, как при классическом способе вязания. И теперь возвращаю эти петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид и лицевая петля. Накид, лицевая петля. Мы провязали раппорт узора, который выделен красной рамкой. После раппорта узора первого вешаем маркер и начинаем провязывать второй раппорт узора. От красной черты до красной, начиная с изнаночной, лицевой и заканчивая накидом и лицевой петлей. И так по очереди провязываем все раппорты, разделяя их маркерами, чтобы не запутаться. У меня всего один раппорт узора, поэтому я после него вешаю маркер. И в конце ряда, после всех раппортов узора, я после своего одного раппорта, а вы после вашего последнего раппорта вешаете маркер и провязываете только один раз в конце ряда петлю симметрии. Это изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд. При круговом вязании второй изнаночный ряд вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. При поворотном вязании второй изнаночный ряд вяжем слева направо по обозначениям схемы наоборот, зеркально.
кромочную петлю снимаем. Далее у нас была изнаночная петля в лицевом ряду. Мы вяжем, смотря на обозначение не первого ряда, а как указано во втором ряду. И эти обозначения провязываем наоборот. Провязываем вместо изнаночной петли лицевую. Это была у нас петля симметрии. Маркер переснимаем. Далее идут 3 лицевые петли. Вместо них провязываем наоборот, зеркально, 3 изнаночные петли. То есть накид мы провязываем изнаночной петлей в изнаночном ряду. Далее идет вместо изнаночной петли лицевая петля. Далее идет скрещенная лицевая петля. Это обозначение для лицевого ряда. В изнаночном ряду мы провязываем вместо этого обозначения скрещенную изнаночную петлю. Она провязывается одинаково и при классическом способе вязания, и при бабушкином способе вязания. За заднюю стенку провязываем изнаночную петлю. Рабочую нить переводим вперед работы. Сзади работы слева направо заводим правую спицу за заднюю стенку петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем изнаночную бабушкину петлю за заднюю стенку. При классическом способе вязания, соответственно, провязываете классическую изнаночную петлю за заднюю стенку. Вот так. Если трудно это сделать, но мне так удобно, если это трудно вам сделать, для удобства можете развернуть петлю, завести правую спицу слева направо за заднюю стенку петли, переснять ее на правую спицу и вернуть на левую, заводя левую спицу внутрь петли. И теперь провязать эту петлю обычной или классической изнаночной петлей при классическом способе вязания или обычной бабушкиной петлей при бабушкином способе вязания за переднюю стенку, как обычно мы вяжем изнаночные петли. Далее идет лицевая петля, изнаночная скрещенная один раз, фрагмент, лицевая, изнаночная скрещенная 2 раза, лицевая, изнаночная скрещенная 3 раза, лицевая, изнаночная скрещенная 4 раза, лицевая, изнаночная скрещенная 5 раз. Итак, провязываем лицевую, изнаночную скрещенную петлю за заднюю стенку, изнаночную петлю провязываем, 1 раз провязали, лицевая, переводим нить вперед работы, придерживаем ее за заднюю стенку, провязываем изнаночную скрещенную, 2 раза провязали, лицевая, изнаночная скрещенная за заднюю стенку, 3 раза провязали, лицевая, изнаночная скрещенная. Нить нужно придерживать здесь, а то будет трудно провязывать. Вот так вот сзади работы за заднюю стенку слева направо заводим спицу, подхватываем, изнаночная скрещенная 4 раза провязали, лицевая, за петлю прямо заводим нить и придерживаем пальцем, а то будет трудно провязывать изнаночную за заднюю стенку. Вот так заводим слева направо спицу за заднюю стенку, подхватываем нить и провязываем изнаночную скрещенную петлю. 5 раз провязали. Далее идет вместо изнаночной петли лицевая петля. Вместо 3 лицевых петель провязываем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Вместо изнаночной петли провязываем
лицевую петлю зеркально и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Если у вас есть еще раппорты, вы, переснимая маркеры между раппортами, повторяете этот раппорт столько раз, сколько у вас их набрано, начиная с 3 изнаночных петель, то есть от красной черты провязываете 20 петель до красной и заканчивая лицевой петлей. Разворачиваем работу на лицевую сторону, третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем по схеме. Изнаночная петля, лицевая. Провязываем изнаночную, лицевую. Далее идет накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Затем скрещенная лицевая, изнаночная 1, скрещенная лицевая, изнаночная 2, скрещенная лицевая, изнаночная 3, скрещенная лицевая, изнаночная 4, скрещенная лицевая, изнаночная 5. Провязываем скрещенную лицевую, изнаночную 1, скрещенную лицевую, изнаночную 2, скрещенную лицевую, изнаночную 3, скрещенную лицевую, изнаночную 4, скрещенную лицевую, изнаночную 5. Раз, два, три, 4, 5. Дальше идет скрещенная лицевая петля. Две петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли. При бабушкином способе вязания я провязываю их вместе за передние стенки. Одной лицевой петлей, накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид и лицевая петля. Мы провязали следующий раппорт. Провязали раппорт узора первый, следующий раппорт провязываете от черты до черты. И так все ваши раппорты, начиная с изнаночной петли и заканчивая лицевой петли, провязываете. После последнего раппорта переснимаете маркер и провязываете изнаночную петлю симметрии. В конце ряда она вяжется только один раз. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали третий лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 4 изнаночный ряд. При круговом вязании справа налево по схеме, по ее обозначениям, а при поворотном слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас вместо изнаночной вяжем лицевую. Переснимаем маркер, отделяющий петлю симметрии, и вместо 5 лицевых петель наоборот провязываем 5 изнаночных петель, в том числе и накиды. 1 изнаночная петля, накид у меня развернулся. 2 изнаночная петля, накид за переднюю стенку. 3 изнаночная петля. 4 изнаночная петля, это накид за переднюю стенку изнаночной петлей. И 5 изнаночная петля. Далее идет обозначение в лицевом ряду скрещенная лицевая петля. Вместо нее провязываем в изнаночном ряду
скрещенную изнаночную петлю, вместо изнаночной лицевую, скрещенная изнаночная лицевая 1, скрещенная изнаночная лицевая 2, скрещенная изнаночная лицевая 3, скрещенная изнаночная лицевая 4, скрещенная изнаночная лицевая 5. Провязываем скрещенную изнаночную петлю и лицевую петлю. 1, провязали фрагмент. Провязываем скрещенную изнаночную петлю, лицевую. 2 раза провязали фрагмент. Провязываем скрещенную изнаночную и лицевую петлю. 3 раза провязали фрагмент. Скрещенная изнаночная за заднюю стенку, изнаночная петля и лицевая. 4 раза провязали фрагмент. Скрещенная изнаночная петля за заднюю стенку и лицевая петля. 5 раз провязали фрагмент узора. 1, 2, 3, 4, 5. И изнаночная скрещенная петля вместо лицевой скрещенной петли. Провязываем. Изнаночная скрещенная. Далее вместо 5 лицевых петель провязываем 5 изнаночных петель, в том числе и накиды за переднюю стенку. Чуть туже, чем обычно, чтобы дырочки получились аккуратные. Провязываем. Накид за переднюю стенку. Изнаночная — это 2 петля изнаночная. 3, накид. Чуть туже, чем обычно, провязываем. Изнаночная петля за переднюю стенку. 4 — это изнаночная петля. И 5 изнаночная петля. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую. Мы провязали раппорт узора. Вы повторяете раппорт узора, начиная с 5 изнаночных и заканчивая лицевой петлей столько раз, сколько вы набрали раппортов. Кромочная петля изнаночная. Мы провязали 4 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 5 лицевой ряд. Справа налево по схеме он вяжется и при поворотном вязании, и по кругу. 5 лицевой ряд. Вяжем справа налево по схеме и при поворотном вязании, и при круговом. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, лицевая петля. Далее идет накид, 3 лицевые, накид, накид, 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Затем фрагмент, изнаночная петля, лицевая скрещенная 1, изнаночная петля, лицевая скрещенная 2, изнаночная петля, лицевая скрещенная 3, изнаночная петля, лицевая скрещенная 4. 1, 2, 3, 4 раза. Изнаночная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная петля. 1 раз фрагмент провязали. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. 2 раза провязали. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. 3 раза провязали фрагмент. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, петля, 1, 2, 3, 4 раза провязали фрагмент. Изнаночная, лицевая скрещенная. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Можно вот так считать, чтобы не запутаться. Далее идет
изнаночная петля, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо я разворачиваю 2 петли при бабушкином способе вязания и провязываю их вместе за передние стенки. При классическом способе вы не разворачивая, сразу их провязываете вместе. Далее идет накид, 3 лицевые, накид, накид, 1 лицевая, 2, 3, накид и лицевая петля. Мы провязали раппорт узора 5-го ряда. Вы повторяете раппорт от красной черты до красной черты столько раз, сколько у вас набрано раппортов. И после последнего раппорта кромочная петля симметрия, изнаночная петля и кромочная изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 5-й лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 6-й изнаночный ряд. При круговом вязании все так же вяжете справа налево по схеме, а при поворотном слева направо по обозначениям наоборот. 6-й изнаночный ряд. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую. Здесь у меня была кромочная снятая, она забежала. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. И далее у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых петель по схеме. Вместо них мы провязываем наоборот 7 изнаночных. 1, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, 2, 3, 4, 5, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, 6, 7. Далее идет резинка. Вяжем наоборот. Обозначение: лицевая, изнаночная, скрещенная 1, лицевая, изнаночная, скрещенная 2, лицевая, изнаночная, скрещенная 3, лицевая, изнаночная, скрещенная 4. Провязываем лицевую, изнаночную, скрещенную за заднюю стенку 1, лицевая, изнаночная, скрещенная, изнаночная петля за заднюю стенку 2, лицевая, изнаночная, скрещенная петля. Еще раз зацепилась здесь. Изнаночная, скрещенная петля за заднюю стенку 3, лицевая, изнаночная, скрещенная петля за заднюю стенку 4. Лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3, лицевая, изнаночная, скрещенная 4 и лицевая петля вместо изнаночной петли. Вяжем наоборот обозначение. Лицевая. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 лицевых. Вместо них провязываем 7 изнаночных наоборот. Накид, изнаночная петля, это 2, потом 3, 4 изнаночная петля, 5 накид изнаночной петлей за переднюю стенку, это 6 изнаночная петля и 7 изнаночная петля. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую. Мы провязали раппорт узора. Вы провязываете от красной черты до красной черты все ваши раппорты. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать лицевой 7 ряд по схеме справа налево. 7 лицевой ряд. И при круговом вязании, и при поворотном справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, лицевая и накид. Провязываем изнаночную,
лицевую петлю, накид. Далее идут 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки я провязываю при бабушкином способе вязания. Вот такой здесь наклон получается, такая косичка идет в узоре. Далее фрагмент лицевая скрещенная изнаночная 1, лицевая скрещенная изнаночная 2, лицевая скрещенная изнаночная 3. Провязываем лицевую скрещенную петлю, изнаночную 1, провязали фрагмент, лицевую скрещенную петлю, изнаночная 2 раза провязали фрагмент, лицевая скрещенная изнаночная 3 раза провязали фрагмент, лицевая изнаночная 1, лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 3 и лицевая скрещенная петля. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю при бабушкином способе вязания 2 лицевые петли и провязываю их вместе за передние стенки 1 лицевой петлей. Далее идет накид и 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4, 5 лицевая петля, накид и лицевая петля. Мы провязали раппорт узора 7 лицевого ряда. Вот так уже начинает вырисовываться узор. Вы повторяете раппорт от красной черты до красной черты столько раз, сколько у вас набрано раппортов, начиная с изнаночной петли и заканчивая лицевой. Маркер переснимаем и провязываем петлю симметрии. Изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 7 лицевой ряд. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 8 изнаночный ряд. 8 изнаночный ряд. При круговом вязании вяжем справа налево по схеме, при поворотном слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем лицевую петлю вместо изнаночной петли. Далее идут у нас 9 изнаночных петель вместо 9 лицевых петель. Провязываем 1, накид вот так расположен, 2 петля, это накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 3 изнаночная петля, 4, 5 изнаночная петля, 6, 7, накид за переднюю стенку, это 8 изнаночная петля и 9 изнаночная петля. Далее идет вместо лицевой скрещенной изнаночная скрещенная, вместо изнаночная лицевая. Изнаночная скрещенная лицевая 2, изнаночная скрещенная лицевая, изнаночная скрещенная лицевая 1, изнаночная скрещенная лицевая 2, изнаночная скрещенная лицевая 3. 3 раза провязываем фрагмент. Изнаночная, фрагмент резинки, изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3. Провязали 1, 2, 3, 3 раза фрагмент и изнаночная скрещенная петля.
Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изнаночных петель вместо 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид это 7 изнаночная петля, 8 и 9. И кромочная петля изнаночная бабушкина. 9 провязали. Вот здесь еще у нас петля лицевая, последняя петля. Вот она здесь идет. Здесь у меня было 9 изнаночных, и вот лицевая петля. Лицевая петля в конце раппорта вместо изнаночной петли. И изнаночная бабушкина петля. То есть торопиться не нужно. Нужно считать петли. Так, работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так уже у нас вырисовывается узор. Вот здесь вот такая вот резинка из скрещенных петель. Такая вот она фактурная, объемная. 9 лицевой ряд. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Изнаночная петля. Лицевая. Петля. Накид. 2 лицевые петли. 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Вот перед нами 3 петли и вторая петля центральная. При классическом способе вязания мы первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотим провязать лицевую петлю, но не провязываем, а переснимаем петлю на правую спицу. Вводим правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаем ее на правую спицу. Третью петлю провязываем лицевой петлей и затем 2 непровязанные петли у нас на правой спице и 1 провязанная. Провязанную петлю протягиваем через 2 непровязанные. Для этого по очереди набрасываем непровязанные петли на провязанную. Вводим левую спицу слева направо в провязанную петлю и набрасываем ее на провязанную. Слева направо вводим левую спицу в провязанную петлю и набрасываем на непровязанную. И вот у нас получилась такая косичка здесь. 3 петли вместе с центральной второй лицевой петлей сверху. У меня немножко криво, потому что я вяжу бабушкиным способом вязания. При бабушкином способе вязания мы 3 петли провяжем немного по-другому. С центральной второй петлей сверху. Я возвращаю в первоначальное состояние эти 3 петли. И провяжу теперь 3 петли вместе со второй центральной петлей сверху. Первая петля, вторая центральная и третья петля. Я первую и вторую петли переснимаю на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Затем вторую, вот вторая центральная петля, я спускаю с правой спицы. А первую петлю возвращаю на левую спицу, затем подхватываю вторую центральную петлю и также возвращаю ее, не перекручивая, на левую спицу.
Теперь у меня поменялись местами первая петля и вторая центральная петля. Вторая петля оказалась сверху. И теперь все 3 петли, 1, 2, 3, провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки. У меня получилась вот такая косичка. То есть я провязала 3 петли вместе со второй центральной петлей сверху. Далее пропускаем темную клеточку, это означает нет петли. Вяжем 2 лицевые, накид. 2 лицевые, накид. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. За задние стенки 2 петли вместе с наклоном влево. Далее изнаночная петля, лицевая скрещенная 1, изнаночная петля, лицевая скрещенная 2. Провязываем изнаночную петлю, лицевую скрещенную, 1 провязали, блок, изнаночная петля, лицевая скрещенная петля, 2 раза провязали блок и изнаночная петля. Затем 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2, 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху, первая петля, 2 и 3. Первую и вторую петлю я переснимаю на правую спицу, спускаю вторую центральную петлю с правой спицы, возвращаю на левую спицу первую петлю, вторую подхватываю и также возвращаю на левую спицу и провязываю 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Такая косичка здесь получается. 2 лицевые петли, накид и лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Вы повторяете раппорт, переснимая маркеры. В конце ряда петля симметрии, изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 9 ряд лицевой. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, начинаем провязывать 10 изнаночный ряд. 10 изнаночный ряд. Вяжем при поворотном вязании слева направо. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем лицевую петлю вместо изнаночной. То есть вяжем наоборот обозначение. Вместо 5 лицевых провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид мы тоже провязали здесь изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее вместо 4 лицевых вяжем 4 изнаночные, 1, 2, накид за переднюю стенку, 3 изнаночная петля, 4. Далее блок, лицевая, изнаночная скрещенная 1, лицевая, изнаночная скрещенная 2, лицевая, изнаночная скрещенная, то есть за заднюю стенку изнаночная петля, 1 провязали блок, лицевая петля, изнаночная скрещенная петля, за заднюю стенку изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая петля.
провязываем лицевую петлю. 4 изнаночных петли вместо 4 лицевых, в том числе и накид. У нас это 2 изнаночная петля, 3, 4 изнаночная петля. Пропускаем темную клеточку, это нет петли, и провязываем 5 изнаночных петель вместо 5 лицевых петель. Накид в том числе будет изнаночная петля. 1, 2 изнаночная петля, 3, накид это 4 изнаночная петля, 5 изнаночная петля. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую петлю. Мы провязали раппорт узора 10 ряда. Повторяете раппорт столько раз, сколько вы набрали раппортов. И кромочная петля изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 10 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с центральной петлей сверху. Переснимаем первую и вторую петли на правую спицу, крайнюю вот эту центральную вторую петлю спускаем с правой спицы. И теперь возвращаем на левую спицу сначала первую петлю, затем вторую центральную, которая оказалась у нас впереди. И провязываем 3 петли вместе за задние стенки 1 лицевой петлей. Вот такая косичка у нас получается. Пропускаем 2 темные клеточки, нет петли, 2 лицевые петли. Далее идет накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Вот такой наклон здесь получается. Скрещенная лицевая петля. Затем изнаночная петля. Скрещенная лицевая петля. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю вместе за передние стенки с наклоном вправо. Накид 2 лицевые, накид, 2 лицевые петли. Пропускаем 2 темные клеточки и 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху. Далее 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, лицевая петля, маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем, и петля симметрии, изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 11 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 12 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. При круговом вязании вы вяжете этот ряд справа налево по схеме. Кромочную петлю сняли при поворотном вязании. Затем провязываем лицевую петлю наоборот вместо изнаночной петли. Маркер переснимаем. Далее идут 5 изнаночных петель.
вместо 5 лицевых 1, накид это 2 изнаночная петля за переднюю стенку, 3, 4, 5, 2 петли пропускаем, темные клеточки нет петли, вместо 4 лицевых петель провязываем 4 изнаночные, 1, 2, 3 изнаночная, это был накид, и 4 изнаночная петля. Далее скрещенная изнаночная петля, то есть провязываем наоборот, это обозначение, скрещенная изнаночная, за заднюю стенку изнаночная петля, вместо изнаночной наоборот лицевая, опять скрещенная изнаночная петля, за заднюю стенку изнаночная петля, 4 изнаночные петли, вместо 4 лицевых 1, накид это 2 изнаночная петля за переднюю стенку, 3, 4, пропускаем 2 темные клеточки нет петель, и 1, 2, 3, 4, 5 изнаночная петля вместо 5 лицевых петель, 1, 2, 3, накид это 4 изнаночная петля за переднюю стенку, и 5 вместо изнаночной петли лицевая петля, кромочная, изнаночная, бабушкина. Разворачиваем работу на лицевую сторону и провязываем 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, изнаночная петля, лицевая петля, накид, лицевая. И вот здесь идет обозначение 5 петель вместе одной лицевой петлей. Вот перед нами 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5 лицевая петля. Первую, вторую и третью петли мы переснимаем на правую спицу, не провязывая. Вводим правую спицу внутрь петли первой, переснимаем. Внутрь второй петли вводим правую спицу и переснимаем ее. И третью петлю переснимаем на правую спицу. Мы пересняли 3 петли на правую спицу, а 4 и 5 петли провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. При классическом способе за передние. Провязали. Теперь у нас на правой спице 3 переснятые петли и 1 провязанная. И теперь мы провязанную петлю должны пропустить через 3 переснятые. То есть мы на провязанную петлю по очереди накидываем переснятые петли. Подхватываем переснятую петлю слева направо за переднюю стенку левой спицей и накидываем ее на провязанную петлю. Подхватываем перед работой слева направо непровязанную петлю и накидываем ее на провязанную. И последнюю переснятую петлю, третью, подхватываем перед работой левой спицей слева направо и набрасываем ее на провязанную петлю. Все. Мы провязали обозначение 5 петель вместе одной лицевой петлей. Далее пропускаем клеточки, закрашенные темным цветом. Это 5 клеточек. Провязываем лицевую петлю. Далее накид. 2 петли вместе
одной лицевой петлей с наклоном влево. Здесь у нас такая вот косичка получается из лицевых петель. Изнаночная петля. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки с наклоном вправо. Затем идет накид и лицевая петля. Пропускаем темные клеточки, нет петель, и провязываем 5 петель вместе одной лицевой петлей. 1, 2, 3, 4, 5. С центральной петлей сверху переснимаем первые 3 петли на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Пересняли 3 петли на правую спицу, а 2, 4 и 5 петли провязываем вместе лицевой петлей. И теперь провязанную петлю протягиваем через 3 непровязанные. Для этого каждую непровязанную петлю мы набрасываем по очереди на провязанную. Вводим левую спицу в переснятую петлю и набрасываем ее на провязанную петлю. Вводим левую спицу в переснятую петлю слева направо и набрасываем ее на провязанную петлю. И последняя петля переснятая осталась. Вводим в нее слева направо левую спицу и набрасываем ее на провязанную петлю. Мы провязали 5 петель вместе с центральной лицевой петлей сверху. Вот здесь косичка получается. Далее лицевая, накид, лицевая. Лицевая петля, накид, лицевая. Мы провязали раппорт узора. Вы повторяете раппорт узора, переснимая маркеры. Провязываем петлю симметрии, изнаночную петлю, и кромочная петля изнаночная. Мы провязали 13 ряд лицевой. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 14 изнаночный ряд слева направо. Кромочную петлю снимаем. Далее лицевая петля, то есть мы вяжем обозначение наоборот. Маркер переснимаем. 4 изнаночные петли вместо 4 лицевых. Четыре изнаночные. Пропускаем темные клеточки, нет петель. 3 лицевые. 3 изнаночные вместо 3 лицевых. 1. Накид — это 2 изнаночная петля. 3 изнаночная петля. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую наоборот. Вместо 3 лицевых 3 изнаночные, 1, 2, 3. Вместо 4 лицевых 4 изнаночные петли. 1, 2. Накид — это 3 изнаночная петля за переднюю стенку. И 4. Вместо изнаночной петли лицевая. Кромочная петля изнаночная. Вот так у нас получается изнаночная сторона. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так получается узор. И начинаем провязывать 15 лицевой ряд. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет
изнаночная петля, лицевая, накид, лицевая, накид. Далее 3 петли вместе одной лицевой петлей. С центральной второй лицевой петлей сверху. Вот у нас 3 петли. Первую и вторую петли мы переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этих петель. Затем вторую петлю спускаем с правой спицы и возвращаем на левую спицу сначала первую петлю, затем подхватываем и возвращаем на правую спицу вторую петлю и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Со второй центральной петлей сверху. Далее пропускаем 4 клеточки темные, нет петель, накид делаем, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид, изнаночная петля, накид, изнаночная петля, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки, провязываем лицевую петлю. Далее накид, пропускаем 4 темные клеточки, нет петель, 3 петли вместе провязываем со второй центральной петлей сверху. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевая петля, накид и лицевая петля. Мы провязали раппорт узора 15 ряда. Вот так у нас получается уже узор. Такие здесь листочки появляются. Маркер переснимаем. Петлю симметрии провязываем изнаночная и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 15 ряд лицевой. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 16 изнаночный ряд. Вот такой узор уже получается. Вот такие красивые листочки вырисовываются. И такая красивая фактурная скрещенная резинка. Такой фрагмент резинки тоже красиво смотрится. Друзья, далее я не буду с вами провязывать всю схему до конца. То есть далее до 30 ряда включительно вяжете сами. Я показала, как провязываются все обозначения, которые встретились на этой схеме. Как вязать лицевые ряды и изнаночные. Как читать и провязывать каждое обозначение я тоже показала. Поэтому вы без труда довяжете раппорт узора вверх по вязанию самостоятельно. И далее уже будете повторять узор с 1 по 30 ряд столько раз, сколько вам необходимо в высоту вашего вязания. На этом у меня все. Спасибо всем за лайки, за добрые комментарии, за подписки. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч. 16 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем лицевую петлю. Вместо изнаночной переснимаем маркер и вместо 5 лицевых петель провязываем 5 изнаночных. 1,
вторая, третья. Накиды у нас тоже изнаночными петлями вяжутся, 4 и 5 изнаночная петля. Пропускаем 4 темные клеточки, нет петель, провязываем 3 изнаночные петли вместо 3 лицевых. Накид провязываем изнаночной петлей, еще одна изнаночная петля и накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет лицевая петля вместо изнаночной петли, то есть вяжем обозначение наоборот. Здесь у нас дорожка идет из лицевых петель. Далее 3 изнаночные петли, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, изнаночная и накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Пропускаем 4 клеточки темные, нет петель, и 5 изнаночных петель провязываем вместо 5 лицевых петель. Одна, накид это 2 изнаночная петля за переднюю стенку, 3, накид это 4 изнаночная петля за переднюю стенку и 5. Вместо изнаночной петли в конце раппорта провязываем лицевую. Мы провязали раппорт узора 16 ряда. Повторяете раппорт узора столько раз, сколько у вас их есть. И кромочная петля изнаночная. Бабушкина петля. Мы провязали 16 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и провязываем. Вот так уже смотрится узор. Вот здесь такие листики появляются. И провязывать начинаем 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем по схеме изнаночная, накид, 2 изнаночная, накид, 2 лицевые петли, затем идет обозначение 3 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. То есть мы вот эти все 3 петли вместе должны провязать 1 лицевой петлей. Для этого мы правую спицу вводим слева направо во все 3 петли сразу и провязываем их вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо при классическом способе вязания. А при бабушкином способе вязания мы сначала должны эти 3 петли развернуть, чтобы их правые стенки, которые они у нас сейчас находятся за спицей, оказались перед спицей, как при классическом способе вязания. И тогда тоже вот так провяжем вместе 3 петли за правые передние стенки. Для этого разворачиваем 3 петли, переснимая их по очереди на правую спицу. Заводим сзади работы правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаем ее на правую спицу. Заводим правую спицу слева направо сзади работы за заднюю стенку петли и переснимаем ее. Сзади работы слева направо завели правую спицу и переснимаем. И теперь возвращаем эти петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. Мы развернули наши петли, то есть поменяли их положение на классическое. И теперь передние стенки этих 3 петель находятся перед спицей, ближе к нам. И теперь захватываем все 3 петли слева направо за правые стенки и провязываем их вместе 1 лицевой петлей. Вводим правую спицу слева направо во все 3 петли за передние стенки, захватываем рабочую нить и провязываем 3 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля. Пропускаем 4 темные клеточки, нет петель. Лицевая, накид. Лицевая, накид.
Затем идут 3 изнаночные петли. 1, 2, 3 изнаночная петля. Накид. Лицевая петля. Пропускаем 4 закрашенные клеточки, нет петель, и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я правую спицу завожу сразу во все 3 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. При классическом способе вязания вы должны сначала эти петли развернуть, то есть поменять их положение на бабушкино, чтобы правые стенки ваших петель, которые находятся сейчас перед спицей, оказались, как при бабушкином способе вязания, за спицей. Для этого по очереди переснимаете эти петли на правую спицу, вводя правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, вот так, как будто хотите провязать петлю, но не провязывая, переснимаете ее. Вводите правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаете. Слева направо за переднюю стенку петли, подхватываете петлю и переснимаете. Вы развернули, пересняв эти 3 петли. Теперь их правые стенки находятся за спицей, как при бабушкином способе вязания. И теперь возвращаете эти 3 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязывайте 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. У меня бабушкин способ вязания. Правые стенки моих петель находятся уже в правильном положении за спицей. Вот петля. Ее правая сторона. Правая сторона петли, правая стенка за спицей. Поэтому я эти 3 петли не разворачивая, сразу провязываю 3 вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь всех этих петель сразу. Подхватываю рабочую нить и провязываю их вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее 2 лицевые петли, накид. 2 лицевые петли провязываем. Накид. Мы провязали раппорт узора от красной черты до красной черты. Повторяете раппорт узора, переснимая маркеры. В конце ряда петля симметрии, изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 17 ряд. У нас уже появились листочки. Вот они. Такие объемные, выпуклые. И здесь у нас резинка скрещенная, тоже она фактурная. Очень красиво получается узор. Друзья, далее я не буду с вами провязывать до конца всю схему. Далее идут те же самые обозначения. Как вязать лицевые ряды и как вязать изнаночные ряды. Читая каждое обозначение и провязывая его, я показала. Других обозначений на схеме нет. То есть вы вяжете до 30 ряда самостоятельно по схеме. И далее раппорт узора повторяется с 1 по 30 ряд схемы. На этом у меня все.